Всем добренькое утро. Переночевал сегодня намного лучше, но тоже были нюансы. Оказывается, мыши бегают не только по землянке и вокруг нее, но и просто по травке вокруг палатки. Но это не так критично, быстро привык. Проблемкой был сильный ночной дождь. А я недостаточно тщательно установил тент, и меня немного затопило. Пока чайник будет закипать, я пойду умываться и заодно вывешу матрасы и другие намокшие вещи во время дождя. Сегодня потеплело, хочется прямо поплавать, но столько травы, что нужно зайти метров 40 от берега, чтобы нормально проплыться. Сейчас посмотрю, что тут с ловушкой. Уже вижу, что ловушка сильнее намокла и полностью утонула. Торчит лишь ее верхушка, и плавают рыбешки неплохие. По-моему, голавлик прошелся такой грамм на 300-400. Окуньки, красноперки. Как обычно. Интересно, кто же в ловушке. Вода сегодня чистая, вроде ветер не сильный. Можно попробовать поснимать на подводную камеру. Сейчас проверю, что такое, что там в ловушке. И потом установлю ее уже с камерой, чтобы посмотреть, как туда попадает рыба. Вот такой неплохой улов. Приличный окунечек один такой попался. Да и остальные на уху бы пошли аж бегом. Но сегодня у меня другие планы на пропитание, поэтому полосатым будет амнистия. Ну-ка, погнал. Не верит своему счастью. Давай. На этот раз окуням повезло, вернулись они в свою стихию. Вот этим мне и нравится эта ловушка, что из нее можно без проблем отпустить рыбу обратно, если она вам сегодня не нужна. Я вот сегодня не хочу опять уху, не так часто ее готовлю, чтобы она так заходила в охотку. Вот. А если это была бы сетка, то сомневаюсь, что рыбка так весело бы уплыла обратно. Сегодня утром подходил к месту раскопок, хотел немного покопать в качестве утренней зарядки. Но все такое мокрое, грязное, скользкое, к лопате липнет. Решил, что попозже. Сегодня еще такой денек был, во всяком случае утро было очень солнечное. Хотел провести побольше времени на солнце, так как солнце это витамин D, а он очень полезен для человека. Только что видел, не успел заснять, правда. Окуневый жор такой был, прямо они
огромной стаей малька поедали. Аж вода вся кипела. А также солнечный денек поможет восполнить запас электроэнергии. По совету из комментариев сделал 2 вот такие рагульки, чтобы закрепить корзину ко дну. И сейчас еще сделаю тесто, которым обмажу ее изнутри. Корзинка уже так промокла, что и без кирпичей, без камней тонет. Тесто продавливается сквозь лозу и вылазит с той стороны тоже. Просто мне неудобно, у меня рука туда не пролазит, чтобы изнутри обмазать. Оно и так падает вовнутрь и продавливается. На этот раз поставлю ее немного поглубже. Ловушку закрепил, но сильно вскаламутил воду. Теперь в подводную камеру не будет видно рыбу. Нужно немного подождать, прежде чем ее устанавливать. Пока муть возле ловушки осядет, я немного прилягу и буду впитывать витамин D. Загорать, конечно, очень здорово, но нужно чем-то и заняться более полезным. Загорать можно на ходу. Вот так на свою старую удочку из орешника закрепил камеру и с помощью еще одной рагульки попробую ее установить прямо на входе в ловушку. С подводной съемкой не получилось. Блин, что-то случилось с картой. Не видит, я пытался, пишет отформатируйте, я отформатировал. Но все равно ошибка карты, ошибка карты. Блин. Дома проверял, все работало. А здесь вот так, к сожалению. Ты чё тут валяешься? Жаль, конечно, что не получилось с подводной съемкой. Думаю, можно было интересные кадрики снять. Но ничего, в следующий раз нужно будет заменить эту карту памяти. Надеюсь, прозрачность воды позволит поснимать и в следующий раз. А сейчас переобуюсь в кроссовки и пойду все-таки покопаю. Думаю, что уже земля немного протряхла, будет нормально копаться. Грибочки понемногу подрастают. Карлос как тут работник на каждом предприятии, который всегда бегает, всегда рядом, делает видимость какой-то бурной деятельности, но на самом деле по факту ничем никому не помогает. Я думаю, все видели такие мемы, были в интернете.
Карлос, твою бы энергию, да, в нужное русло мы бы с тобой обкопали бы в 2 раза быстрее. Ты тут столько накапываешь, а толку чуть. Что ты? Ужика унюхал, да? И никак не достать его? Набегался. Казалось, что уже докопал до последнего бревна, вернее сказать, до первого, до самого нижнего. Такой грунт уже плотный пошел, твердый, глина. А как оказалось, нет, баннер идет ниже и еще, наверное, одно бревно. Вот там придется потрудиться. Очень твердый, буквально. Придется по кусочку его выдалбливать. Я не пойму, то ли я как-то умудрился затолкать туда это бревно. Даже не пойму как. Потому что похоже, что это уже грунт, который я не копал тогда, когда укладывал бревна. В общем, не важно. Пора отдохнуть и приготовить обед. На обед сегодня буду готовить плов. Плов туристический. Все, скорее всего, догадались, что туристический плов от оригинального отличается некоторыми ингредиентами. А точнее, у него должны быть такие ингредиенты, которые несложно сохранить длительное время. Особенно летом это сложно сделать в походе. А именно мясо. Навряд ли кто-то принесет баранину и курдючный жир. Но жир, наверное, еще можно как-то сохранить. А вот свежее мясо это вряд ли. Поэтому вместо него мы будем использовать тушенку. И как обычно морковка, лук, огурцы, чеснок и специи. Но если хотите, то огурцы можно не добавлять. Ну как же без Карлоса? Как же он не услышит? Банку можно немного подогреть, чтобы жирок оплавился и мясо было проще вытрусить из банки. Ну вот, нормально так получилось. Пол кастрюли мяса, как в настоящем плове. Нарезать буду, опять же, не стандартно. Лук вот так вот, как арбузик. И морковь, там, не знаю, может, полуколечками. Не буду такой длинной соломкой, хотя обычно делаю именно так. И причем морковь нарезаю тоже вручную, без всяких терок. Натерка, я считаю, на терке это совсем не то для плова. Морковь должна быть нарезана вручную соломкой. Так как это туристический, здесь все
по-быстрому прямо вот так на весу. Ой, даже вот так вот. Если на стол упала, то вообще ничего страшного. Он здесь стерильный практически. Лучок обжаривается, следом морковь. Карлос, ты морковь не будешь. Хотя мне сказали, что тебе можно. В комментарии сказали, что все, что находится в ухе, Карлосу можно только морковь. Хотя комментариев по этому поводу было много. Многие писали, что кто-то кормит собак рыбой, даже не вареной, какой придется. Кто-то категорически говорит, что ни в коем случае нельзя кормить, потому что могут быть внутренние травмы какие-то, желудка и так далее. Вот. Так что я рисковать не буду. Обойдешься ты, Карлос, без рыбы. Максимум, что я могу сделать, это когда буду себе варить, а я когда-нибудь захочу приготовить консерву, которую нужно будет протомить, протушить там, ну, часа 3-4. Я уже пробовал так делать, но в домашних условиях. И там однозначно косточки мягкие и никакой травмы не нанесут. Ни мне, ни Карлосу. Тогда, наверное, я дам тебе попробовать. Посмотрим, как ты будешь рыбку есть. Ни разу не пробовал, кстати, такую консерву делать из окуней. А окуня здесь, ну, как бы очень просто добыть. Также и красноперку. Но красноперка мне что-то не очень нравится. Когда мясо и овощи немного обжарились, можно добавить воду и специи. И оставить томиться, наверное, на полчасика, может минут на 40. Это будет так называемый зирвак. Это такая подлива, на основе которой будет готовиться рис. Потом закладывается рис и чеснок. И остатки специй тоже можно сверху еще добавить. И, собственно, плов почти готов будет. Зирвак может кипеть интенсивно, но когда мы заложим рис и чеснок, то огонь нужно убавить до минимума, накрыть крышкой и минут 20, может быть полчаса, в зависимости от сорта риса, дать ему протомиться. Чеснок в плов добавляют обычно целую головку, а если большой казанок, то и не одну. Но я буду добавлять, так как это туристический плов, и чтобы ничего никуда не пропало, буду прямо зубочками добавлять и съем их с удовольствием. Карлос, а пойдем-ка, пока плов в процессе приготовления, немного покопаем. Куда это мы? Обгоняем, подрезаем. Будешь оштрафован. Vai, погнал. Ну что, процесс понемногу идет. Хоть не так быстро, как хотелось.
но продвигаюсь. А пахнет же уже на весь лес. Я уже не могу терпеть. Плов, скорее всего, уже готов. Карлос, я не сомневался, что ты прискачешь сюда. Как ты понимаешь, что уже пора бежать? По-моему, готово. Конечно, не супер рассыпчатый, но где-то рядом. Пахнет-то как. Здесь, конечно, не нужно быть шеф-поваром на природе, на свежем воздухе, да после физической работы, да с дымком на костре. Получается всегда невероятно вкусно. И получилось очень много. Даже за ужином я столько не съем. Карлос, чего подглядываешь? Ты ж только поел. Хватит попрошайничать, посмотри на пузо. Ого. Я не сомневался, что будет очень вкусно, даже несмотря на то, что забыл добавить огурцы. Ну ничего, я их так добавлю. Всем приятного аппетита, кто кушает со мной. Увидимся после трапезы. Съел сразу 2 порции. О раскопках сейчас не может быть и речи в ближайшие пару часов. Сейчас немного посижу на пенечке, а потом пойду проверю ловушку, вторую, зонтик. Посмотрю, что там за рыбка. И возьму несколько малечков, попробую половить снова на живца. Ты купаться будешь? Карлос, ты как экскаватор, честно тебе говорю. Иди займись лучше делом. Рыбка плещется. Попробую сейчас половить на живца окуньков. Сейчас посмотрим, кто здесь попался. Одна мелочевочка снова. И не так уж и много. Как раз хватит. Попалась одна красноперочка небольшая. Может быть, на нее клюнет кто-то более серьезный. Похоже, что уже клюнуло сразу сходу при падении. Не пойму, то ли это малек так поплавок тягает, или уже окунь его схватил. А, его сняли, его уже съели. О, по-моему, опять схватил сразу. Не может такая маленькая рыбка. Ух ты, кто-то плюхнулся крупный. Опа, блин, опять сняли. Так хорошо потянуло.
Просто не успевает он упасть, сразу поклевка. Может быть, стайка мелких окуней, подожду, чтобы проглотил. Ух ты! Прямо кто-то или в траву завел, или... Что это такое тяжелое? В траву, наверное. Блин, бьется так неплохо. Ага, в траву завел. А я уже подумал, кто-то серьезный клюнул. Сейчас посмотрим, проглотит ли кто-нибудь небольшую красноперочку. И ее схватили практически сразу. Интересно, окунек такой же маленький или побольше? Эх, выплюнул. Наверное, такой же маленький. Бумс. И схватил сразу. Потянул. Очень азартная рыбалка. Нравится мне. Пусть рыбка небольшая, но очень увлекательно. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну покажись. Не понял. Показалось, что более крупная красноперка съела эту. Вроде как не окунь был. И снова схватил. Опа. Маленький окушок. Вот так все попался. Оп. Я его не собирался брать, хотел отпустить. Малечек уже практически мертвая рыбка. Попробую зацепить его за ноздрю. Посмотрю, будет ли на мертвую рыбку клевать. Да, есть поклевка, потащил. Окунь обычно хватает с хвоста малька, поэтому пока он ее заглотит. Ух ты, вот он. Быстро заглотил. Ну что, хватит баловаться. Рыба мне все равно сегодня уже не нужна. Я так наелся плова, да еще и осталось и на ужин, и скорее всего на завтра, на завтрак. Но интересно посмотреть, кто, конечно, попался в ту ловушку из лозы. Но, наверное, все-таки не буду, подожду до завтрашнего утра. Экскаватор, пойдем. Пойдем, я тебе покажу другую работу. Мое любопытство все-таки победило. Не выдержал, иду проверять ловушку, корзинку из лозы. И не зря пришел. Не очень я удачно закрепил. Она всплыла. Ух ты, сколько красноперки отсюда выплыло. Ну ничего себе. Не зря посмотрел, тут полная ловушка. Ладно. А что мне ее вытрушивать? Может быть, я завтра и приготовлю уху. Пусть она здесь как в садке. Вы поняли, решил я ее не вытрушивать рыбу. А завтра, наверное, снова приготовлю уху. А может быть и поджарю. Я заглянул. Там были вполне приличные экземпляры красноперки. В основном, по-моему, красноперка. Ну, довольно много рыбы было. А, к сожалению, с камерой не получилось подводной. Так бы заснял, как они туда попадали.
Так, вперед. Бульдозер, экскаватор. У Карлоса, похоже, появилось новое прозвище. Карлос Экскаватор. Почему-то не получается у меня его направить в нужное русло. Его ковш, его энергию. Себя как-то заставил еще немного покопать. Вроде бы плов немного утрамбовался. Карлос, ты уже в нужном направлении двигаешься. Молодец, рой здесь. Копай, копай. Давай, вот сюда залазь и там что-нибудь покопай. Давай, давай, давай. Ну почти. Все, запыхался. Хватит на сегодня. Хорошо прошел денек. Солнечный. И порыбачил немножечко. И с ловушками разобрался. Думаю, завтра с утра будет там нормально рыбки, если не поуплывают, конечно. Было так, наверное, самый лучший улов. Много было и красноперки, и окуней. Фу. И позагорал. В общем, вот так еще один денечек прошел. Ну а здесь что, Карлос? Все, друзья, сейчас постелю постель. Пойду умоюсь. И будем с Карлосом отдыхать. Он тоже сегодня набегался, накопался. Муха где-то жужжит, залетела. В общем, буду прощаться с вами до завтрашнего утра. Всем здоровья, добра и мира. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.